Друзья рыбаки, всем привет! Привет! Сегодня мы с Владом находимся на очередной фидерной рыбалке, и в этот раз наша рыбалка будет проходить на нашем любимом Днепре. Только в этот раз это не совсем тот Днепр, который вы привыкли видеть в наших видео. Это участок Днепра, который находится выше Киевского водохранилища, а значит здесь, скажем так, до одного места все вот эти вот шлюзы и дамбы. Здесь Днепр считается более таким диким, и здесь, в принципе, рыба себя чувствует намного лучше, чем та, которая уже после Киевского водохранилища, то есть там, где начинаются все эти дамбы. Как мы можем обратить внимание, на той стороне, вот этот лес, который вы сейчас видите, это уже не Украина, а страна Беларусь. То есть ловить мы будем, скажем так, с Украины, с украинского берега, а кормушки будем ложить на белорусский берег. Ну, конечно, это образно сказано, потому что тут, если смотреть по карте, граница проходит немножко дальше, мы не сможем туда забросить, но, тем не менее, вот это уже Беларусь. Сейчас я вам еще покажу, здесь есть такая табличка, поскольку, как я уже говорил, здесь рядом граница с Белоруссией, здесь вот на табличке написано на белорусском: «Увага, державная граница Украины, проход заборонено». То есть это для того, чтобы не пересекали незаконно границу через Днепр. Вот, ловить мы будем преимущественно ночью. Ну, то есть мы сейчас захватим оставшийся вечер, потом будем пробовать ночью и, соответственно, утром. Вот. Не знаю, в какой из этих периодов будет лучше всего ловиться, но здесь, конечно, как я уже сказал, Днепр более дикий, и хотелось бы все-таки поймать какого-то леща. На леща мы будем, в принципе, сегодня заточены, потому что мы взяли с собой прикормку на леща. Влад вчера сварил горох, перетертый на мясорубке. Вот поэтому мы будем стараться поймать этого самого леща. В общем, мы вот только что приехали, у нас вот тут уже как бы немножко разложены вещи. Ловить мы будем вот там вот внизу. Не совсем, конечно, удобно, придется бегать. У нас стол будет стоять наверху, а ловить мы будем внизу. Ну, по-другому здесь просто никак. Вот, уже потихоньку начали раскладывать наши места рабочие и будем пробовать. Сейчас, как обычно, замешаем корм, ну и приступим к рыбалочке. Значит так, чтобы сильно не затягивать видео, я сейчас вкратце расскажу, какая у нас будет сегодня прикормка. Мы сварили чуть больше килограмма гороха. Влад его варил, как я уже говорил раньше. Он его сварил до полуготовности и потом просто перетер через мясорубку. Вот, берем, значит, мы этот горох и в этот горох добавляем 2 килограмма покупной прикормки. Это прикормка Foodie Fish. Обе прикормки на леща. Значит, высыпаем мы сюда эти 2 пачки прикормки. Потом все это дело перемешиваем хорошо. Вначале перемешиваем, как обычно, в сухом виде. Потом сюда добавим воду. Сегодня я решил не использовать никаких ликвидов дополнительных, никаких добавок. Просто вот взяли воду с Днепра и этой водой сделаем обычных 2 увлажнения. Первое увлажнение сейчас мы сделаем такое, скажем, предварительное. И потом через 20 минут сделаем второе увлажнение, которым уже доведем прикормку до хорошего такого правильного состояния, до правильной консистенции. Чтобы она хорошо лепилась и в то же время при попадании в воду нормально вымывалась с кормушки. И когда мы уже сделаем оба увлажнения, я эту прикормку перетру через сито с ячейкой 4 мм, для того, чтобы она стала такая более рыхлая, чтобы хорошо вымывалась с кормушки, скажем так, обогатим ее кислородом, ну и, соответственно, чтобы убрать все вот эти вот грудки, которые у нас получатся в результате увлажнения. Вот и все. В общем, друзья, значит, пока я замешивал прикормку, Влад в это время забросил удилище, он сделал буквально пару таких пробных забросов без корма, без наживки, и говорит мне, что течение просто нереальное, то есть кормушку сносит моментально, вот, и поскольку здесь как бы шлюзов никаких нет, течение, скорее всего, останется таким же, вот как оно есть, и поэтому единственный наш шанс — это взять эхолот
и промониторить здесь дно. И найти какую-то хорошую подходящую бровку. И желательно, чтобы она была недалеко от берега. Если мы найдем бровку, то кормушка в эту бровку упрется и тем самым не будет ее сносить. Если даже будет, то намного меньше, чем это было бы без бровки. Поэтому сейчас привязываем эхолот к удилищу и будем мониторить дно. Тем более место новое, я думаю, мы в любом случае эхолот бы доставали, но сейчас это нам просто необходимо. И пока мы тут эхолотим, я, забегая наперед, расскажу, какая у нас рыбалка получилась в итоге. Значит, по факту эхолот нам показал две бровочки. Одна дальняя примерно на 40 метрах, а вторая ближняя метрах в 15 от берега. Но рыбу эхолот не показал ни там, ни там. Конечно же, по старой привычке мы выбрали дальнюю дистанцию и принялись ее активно кормить. Бросали кормушку за кормушкой, меняли наживку и длину поводка, но рыба в итоге к нам не пришла ни вечером, ни ночью и даже не утром. Мы уже приуныли, и ближе к обеду я пошел наверх что-нибудь приготовить поесть. А Влад тем временем продолжал ловить в надежде исправить ситуацию. И вы знаете, у него это получилось. Решение было очень простым. Он оба свои удилища перевел на ближнюю бровку, и моментально начались активные поклевки на одного опарыша. Причем рыба клевала одновременно на два удилища. Конечно, леща, к сожалению, не было, но это была хорошая, достаточно увесистая густера. В итоге мы быстро пообедали, я также перешел на ближнюю бровку, и мы принялись активно ловить. У меня тоже начались активные поклевки, но в моей точке было большое количество каких-то непонятных зацепов, и очень большое количество рыбы просто сходило с крючка в момент вываживания. Но все равно рыбалка была очень интересной и азартной. Даже дождь нам не мешал, который время от времени начинал накапывать. В таком режиме мы проловили около 2 часов. За это время даже пришлось по-быстрому домешивать прикормку. А вот с опарышем была беда. Он очень активно начал заканчиваться, и его количество определяло, насколько долго мы еще сможем ловить. Из этой рыбалки можно сделать один самый главный вывод. Никогда не нужно сдаваться, всегда пробуйте разные варианты, и даже те, которые кажутся безумными. Рыбалка тем и интересна, что всегда непредсказуема.